Ведущую роль в ритуалах встречи весны играли прежде всего такие группы населения, как девушки и женщины, или девки и бабы, как о них говорилось в описаниях XIX – начала XX века. К раннему периоду Великого Поста были приурочены обычаи закликания весны, которые особенно были характерны для традиций российских переселенцев. В определенные дни хозяйки выпекали из теста печенье в форме птичек. И дети играли этими куликами и жаворонками, а во время своих игр произносили заклички. «Весна красна, на чем пришла? На сахе, на баране, на кобыле вороне, на кнутике, на хомутике» и так далее. А в самых архаичных по форме веснянках, которые исполнялись девушками, можно наблюдать обращение к высшим небесным силам. Например, «Благослови, Боже, весну кликать, зиму провожать. Уроди, Боже, жито в колосе колосистое». Главным праздником весны была Пасха. И атмосфера пасхального ликования в каждом селе, где имелась церковь, усиливалась непрестанным колокольным звоном. По словам старожилов, каждый в пасхальную неделю мог подняться на церковь, на колокольню и звонить сколько хочет. Вместе с тем, в народном календаре Пасха была важной вехой, связанной с началом подготовки к новым полевым работам. К пасхальной неделе женщины-хозяйки повсеместно стремились закончить тканье и разобрать ткацкие станы, кросна, как их называли в то время крестьяне. Объясняли они это тем, что после ткать уже будет некогда. Основным атрибутом и символом праздника, знаком возрождения и зарождения новой жизни стало яйцо. Всю пасхальную неделю в крестьянских домах варили и красили яйца. Белорусские и украинские переселенцы скоблили поверх краски еще узоры. И всю неделю взрослые и дети катали эти яйца на улице. При этом они рыли в земле ямки и, по их словам, ставили туда желобки, стараясь своими яйцами сбить чужие. Катание яиц по земле исследователи рассматривают как некий магический акт, который был призван пробудить природу после зимнего сна. Не случайно состояние земли после завершения пахота и сева мыслилось как оплодотворенное. По словам Георгия Виноградова, автора сибирского народного календаря русского старожилого населения Сибири, с этого времени взрослые запрещали детям скакать по земле и бить ее палкой, объясняя это тем, что земля-матушка теперь брюхата, то есть беременна, скоро травки даст, то есть родит урожай.